Всем огромнейший привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу об очередной своей покупке. И это не кролик. Речь пойдет сегодня о вот таком вот таймере. Таймер розеточный. На мой взгляд, такая вещь крайне необходима в хозяйстве. Особенно для тех людей, которые содержат кроликов в помещении. Я попробую в двух словах рассказать о конструкции данного таймера, да, ну и потом в конце покажу, как он работает. Он уже у меня запрограммированный, он такой программируемый. Здесь, в общем, сюда вставляется вилка от любого электроприбора. В моем случае я его подключаю к вентилятору. Можно подключать также свет, да можно, наверное, и чайник подключать к нему. Выставляется временные рамки, когда он работает и когда он не работает. Но единственный небольшой, на мой взгляд, нюанс или минус, то что здесь интервал по времени выставляется в 30 минут. То есть минимум 30 минут он должен работать и минимум 30 минут он должен отдыхать. Здесь есть вот такая вот серые клавиши, назовем их так. Если мы их вдавим вовнутрь, то это получается все будет работать. То есть здесь есть шкала времени. Мы выставляем по часовой стрелке время, которое на данный момент сейчас у нас есть, ну, к примеру, 6 часов. И от 6 часов, сейчас я вот так вот сделаю, чтобы вас не запутать. Видно, надеюсь? Неудобно пальцами, так бы сейчас бы карандашик бы. Так, ладно, прокрутим сейчас. Так. Сейчас мы их все поднимем, эти клавиши серые. И это будет означать, что таймер, он не запущенный. Все, он вот так вот должен быть. Соответственно, выставляем, ну, к примеру, час у нас. И мы нажимаем клавишу вовнутрь. Неудобно ногтями. Ну ладно, нажал я пусть там 3 клавиши. Вы можете нажать. То есть, если я нажал 3 клавиши, каждая клавиша по 30 минут, это 1,5 часа он у меня будет работать. Затем мы считаем по полчаса. Там 1, 2, 3, 4. То есть, их оставляем. Это будет 2 часа. То есть 2 часа вентилятор у меня не будет работать. Далее я опять подключаю 1,5 часа работы вентилятора. Опять отсчитываю 2 часа, к примеру. Что-то перебор. Вот так вот 2 часа. Ну и потом опять же вдавливаем клавиши, чтобы наш вентилятор работал. В моем хозяйстве очень хорошая вещь, я считаю. Почему? Потому что раньше я, особенно по зимой, на ночь я всегда выключал вентилятор, потому что у меня достаточно мощный вентилятор. И очень было холодно в помещении. А у меня здесь крольчата, маленькие крольчата и сильные морозы. Ну, я вообще не любитель зимних акролов. Вот, ну, не об этом речь. А сейчас у меня вентилятор 2 часа работает. И полчаса работает, и 2 часа он отдыхает. Я прихожу, запаха вообще никакого нету. И достаточно, в принципе, и тепло. Здесь еще есть вот такая выключатель. Здесь есть буковка I и часы. То есть, если мы переключим на I, то вентилятор будет работать постоянно. Он не будет работать по времени. Вот. Если мы выставим обратно клавишу на часы, то, соответственно, будет работать вентилятор по программе, которую мы запрограммировали. Сейчас я подключу свой вентилятор и покажу наглядно, как работает вот эта вот штука, вот этот вот таймер. Кстати, я вообще раньше, ну, как бы не то, что я всегда хотел, я думал о том, чтобы завести такую штуку себе в хозяйстве, но никак не мог где-то ее достать. А тут буквально несколько недель назад покупал кролика у человека, у Владимира. Владимир, вам привет. И случайно увидел у него вот этот вот таймер суточный, да, ну и спросил, что это такое, мне сказал таймер, я, ну ладно, и вот он мне подсказал, да, где он его купил, я также его приобрел, ну теперь, в принципе, я очень доволен, если честно, очень доволен. И еще один момент, когда крутить
выставлять время всегда нужно крутить по часовой стрелке. Против часовой стрелки мы не крутим. Вот здесь вот есть такой треугольничек, его видно. Вот, да, видно. Сейчас сфокусируется. Вот его видно. И вот циферки. И на них выставляем нынешнее время, которое на данный момент. Все. И от него уже пойдет отсчет на включение и выключение таймера. Ну, сейчас я покажу, как он работает. Вот мой вентилятор. Достаточно такой мощный. Здесь я установил, ну так скажем, от фонаря, да, чтобы было, чтобы вам показать. Вот розеточка, пыльная розеточка. Так, вставляем сам таймер и вставляем розеточку, вилку. Все, мы не слышим, чтобы вентилятор работал. А почему? А потому что он у нас установленный на выключение. И сейчас, чтобы его проверить, начинаем крутить по часовой стрелке. Все, вентилятор заработал. Почему? Потому что у нас вот здесь вот клавиша была включенная. То есть полчаса, но у меня здесь на час поставлено, я его все равно буду переделывать. Все, и теперь минимум полчаса он будет работать. Поэтому, друзья мои, если вы хотите себе в помещение на вентилятор что-то такое, чтобы вам каждый раз не бегать и не включать и выключать вентилятор своим кроликам, приобретайте такую штуку, крайне полезная. Уже пользуюсь не один день, очень и очень доволен. На этом все, друзья. Всем пока-пока.